Друзья, всем привет! Сегодня я приготовлю коктейль, за неправильный рецепт которого адвокаты Бермудских островов могут подать на меня в суд. Это один из 4 коктейлей в мире, чье название защищено международным патентом. Стоит бару туда добавить не тот ром и привет судебный иск. Но любят его, конечно, не за суды. На вкус это настоящий шторм. Жгучий пряный имбирь сталкивается с густым карамельно-паточным темным ромом. Сегодня мы готовим легендарный коктейль Dark on Stormy и разберемся, как он стал главной иконой для всех моряков мира. Родина этого коктейля – Бермудские острова, 19 век. На островах базировался Королевский флот Великобритании. Английские матросы, спасаясь от морской болезни и жары, тоннами варили острое имбирное пиво. Примерно в это же время местная семья Гослинг создала свой знаменитый почти черный ром. Рано или поздно это должно было случиться. Моряки просто плеснули ром в шипящую имбирную газировку, но напитки не смешались сразу. Темный алкоголь зловеще лег верхним слоем. По легенде, один старый моряк, взглянув на бокал, сказал: «Этот напиток цвета тучи, под которой поплывет либо дурак, либо мертвец». Так родилось название Dark on Stormy. Друзья, так давайте приготовим эту бурю в бокале. Берем наш бокал и наполняем его льдом. Друзья, далее нам потребуется сок лайма 15 мл. Кстати, в классическом рецепте барной ассоциации IBA сок лайма присутствует. А бермудцы до сих пор спорят и говорят, что нужно добавлять именно дольку лайма в коктейль. Далее нам потребуется имбирное пиво, именно Ginger Beer. Не путайте с имбирным элем, потому что нам нужна именно имбирная жгучесть, которая в нем присутствует. Примерно 100-120 мл. Друзья, далее нам потребуется темный ром. В рецепте там, конечно, Гослинг's Black Zeal. Но я готовлю его дома, поэтому я надеюсь, мне не будет судебных претензий. Поэтому я возьму Капитан Морган. Нам его потребуется 60 мл. И аккуратно по льду, либо по барной ложечке наливаем. Далее украшаем наш коктейль долькой лайма. И вот, друзья, наш коктейль готов. Друзья, подача этого коктейля всегда раздельная, потому что шторм должен начинаться прямо в руках. Перед употреблением коктейль лучше размешать, иначе вы будете пить сначала имбирное пиво, затем неразбавленный ром. Класс. На вкус очень классно. Сначала ты чувствуешь нотки имбиря, такие обжигающие, а потом вкус рома. Очень классно, освежает и согревает одновременно. Очень классный коктейль, рекомендую вам приготовить дома. И вот такой классный коктейль у нас с вами получился с очень хорошей историей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. С вами был Евгений. До следующих коктейльных путешествий. Всем пока.